Ну и вот по этой Тесле, по мотору, по двигателю, по редуктору, мы очень сильно грешили до разборки, что сальник дал протечку и масло попало в инвертор. А вот тут я чуть-чуть прозевал, Андрюха это уже сделал. Смысл в чем? Смотрите. Вот очередной разобранный двигатель Теслы. Раз хлопцы сюда полезли по масляным делам, заодно проверка с хозяином согласовали подшипников редуктора. Все нужно посмотреть, чтобы второй раз не лазить, раз уж такое дело. Майстер сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Здравствуйте вам снова. Приехала Тесла Эска. И вот такой вопрос. Человек приехал просто на ТО поменять масло в заднем редукторе. Начали хлопцы сливать масло. А масла тут меньше, чем пол-литра. Начали шукать, куда оно делось. И нашукало. Сальничек между редуктором и мотором дал сбой. И масло пошло в двигатель. По согласованию с клиентом производим снятие двигателя, разборка. Но там как повезет. Главное, чтобы беды сильно большой не наделало. Снимаем двигатель. Ну вот хлопцы уже двигатель подосвободили. Сейчас ставят на платформу. И будем опускать. Красавица. Андрей, 18-й год, да? 17-й? Ну, что-то уже рест. В общем, двигатель здесь другой. Если раньше была проблема с сальником потасолом, то теперь у нас выскочила проблема с сальником по редуктору. Аккуратно. Подкручивал? Да. Но болты не вытаскивал еще. Ага. Они, потому что... Ну, Здрасте вам. Заехала вот такая Тесла. 17-й годик. Заднеприводная. Беда такая. Человек приехал на ТО поменять масло. Снимают хлопцы защиту. Сливают масло. А там грамм 300. А то и меньше. А двигатель весь сухой. Начинают проверять, а масло-то в двигатель пошло. И вот Андрюха снял весь задний мост с двигателем. Будем разбирать, менять сальник. Но по двигателю, дай бог, чтоб повезло. Обидно будет. Ну, я думаю, уже были такие ситуации у хлопцев на биологической. Делали не такое. Кропотливая работа. Потому что масло там везде. Ну, я думаю, получится. Ну и вот он, снятый двигатель с Теслы. Здесь, как вы видите, масло. Вот это вот все будет вымываться. Видите, как оно все блестит. Везде у нас здесь масло. Из разъемов капает. Это будет долгая песня. Ну, надеюсь, у пацанов все получится. Вот очередной разобранный двигатель Теслы. Раз хлопцы сюда полезли по масляным делам. Заодно проверка с хозяином согласовали подшипников редуктора. Все нужно посмотреть, чтобы второй раз не лазить, раз уж такое дело. И вот он сам в разобрании. Все платы. Все вымывалось. Масло было везде. Скоро будем собирать. Ну и вот по этой Тесле, по мотору, по двигателю, по редуктору, мы очень сильно грешили до разборки, что сальник дал
протечку и масло попало в инвертор. А вот тут я чуть-чуть прозевал. Андрюха это уже сделал. Смысл в чем? Смотрите. Вот тут не было нигде редуктора. Герметика. А машина только приехала с Америки. Там кололи этот двигатель. Что-то делали, производили. И когда паковали, собирали обратно, вот тут был герметик, а здесь не положили. Приколисты. Шуруповерт принес? Нет, не принес. Шуруповерт у меня. Почему? Поговорили про шуруповерт. Знаете почему? Потому что... Стоп, а где дырка? Дырка, отверстие. Отверстие. А, вот увидел. Раз уж полезли в двигатель, чтобы сальничек, если вдруг даст беду, сразу делается отверстие, чтобы антифриз не делал гадости. Собираем дальше. Новая вещь, новый ремкомплект, который пойдет на тесловский движок. Вот он, сальничек злополучный. Здесь он не злополучный. Да, здесь он отработал. Сейчас это все поменяем и будем собирать двигатель. Поменял сальник, новенький. Все красиво. При установке вот эта втулочка будет сниматься. Сам сальник этот тефлоновый. Продолжаем сборку. Перед установкой обязательная проверка на изоляцию. Норм? Ну, 200 мегом, ну не 500, но он ныне перемотанный. Ну и растет. Значит, норм. Собрал Андрюха двигатель на эсочку. Все чистенько, аккуратненько. Сейчас будем его устанавливать на машину. Поздно. Вроде в Эске более херовые адапки, но ставятся они проще.